Привет, мои хорошие! Добро пожаловать в наш домашний уютный уголок. Сегодня весь выпуск будет посвящен одному очень важному предмету, который изменил мою жизнь и представление об уборке дома. Также я с вами поделюсь, какие покупки у меня были на этой неделе. Обязательно покажу, расскажу, и вы присоединяйтесь в комментарии, есть ли у вас такие вещи или нету. А пока наливайте чай, кофе, компот, усаживайтесь поудобнее, смотрите этот выпуск до конца, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем. Иногда у нас утро начинается именно так. Спишь, ничего не подозреваешь, запрыгнет. Ой, еще толкается кого-то. Ты что толкаешься? Обтерлась об меня. И давай мурлычить. Ну и все, я теперь не могу спать. Даша, у меня сегодня последний выходной. Крайний выходной, я хочу поспать. Ой, друзья. Короче, такое вот у меня утро в деревне. Видите мои шторки? Blackout. Ой, на улице сегодня светит солнце. Я уже утром вставал в туалет. Открыл окно чуть проветрить. Вот. Но не об этом я хотел рассказать. Я хотел вам рассказать об очередной покупке, которую я совершил на днях. Я купил парогенератор, хотел сказать. Господи, как он называется, скажите, а? Увлажнитель. Увлажнитель воздуха я себе купил не ради моды, а ради того, что мне, когда я Дашку, повез в поликлинику, ветклинику, вот, мне сразу спросили, а есть ли у вас увлажнитель? Я знаю, что уже, наверное, у многих такие штуки есть. В общем, я его использую неделю. Я специально не стал записывать обзор на него, потому что я его использовал всего лишь неделю и хотел понять. А потом началась непогода. Похолодало, дожди и, в принципе, знаете, смотрите, пришла. Ты что пришла? Да ради тебя я купил этот увлажнитель. Пошла на подоконник. Они интересно на подоконник запрыгивают, когда шторки мешают. Заходят. Потом она жопой отодвигает шторку. Вот, смотрите, жопой отодвинула шторку. И давай, прыжок. Давай, давай. Все, запрыгнула. А один раз она... У меня там цветы же стояли. Один раз она не справилась с управлением и грохнулась. Ой. Дашка. Да, вот это у меня здесь стоит крем, который я еще не использую почему-то. Надо использовать он, кстати. Он уже просрочка. Прикиньте, позорище. Ладно. Себе можно. Себе любимому можно. В общем, купил я его. Я, знаете, я долго искал, я долго выбирал, какой взять, какой взять. Их столько много. Голова кругом идет. Думаешь, какой взять, какой взять. И тут у меня знакомая девчонка на работе начала песни петь, вот именно про вот этот вот, что взяла тоже сыну, потому что тоже у него там какая-то проблема со здоровьем. И вот этот увлажнитель, он, говорит, прям очень сильно ей помогает, сыну помогает. И у нее тоже есть кошка, и она, говорит, кошка тоже стала вот так кашлять. Она смотрела тоже мой влог, в котором я показал, как кашляет кошка. Вот, но она не водила к врачу, и поэтому для нее это было открытие, что у кошки может быть астма.
Вот, в общем, она купила вот такой вот увлажнитель. Она его покупала еще год назад за 13 тысяч тенге. И говорит, он работает безупречно. У него всего лишь две. А вот сейчас он идет на маленькой. И вот загорается две. Вот он шурует на максималке. Вот. Объем он идет 5 литров. Он очень неудобно заливается, друзья. Снимается вот эта вся колба. Я потом как-нибудь вам покажу. Ну, в принципе, колбу вот эту поднимаешь, и здесь вот вода. Здесь вода, надо быть аккуратным. Лучше это делать где-нибудь над тазиком, не знаю, над ванной. Потому что вот такая вот, друзья, у него проблема. Вот. Что касается отзыва, я, честно сказать, пока не могу вам сказать, улучшились ли мои сны. Я его включаю исключительно только на ночь. Днем меня дома нету. Естественно, я его не включаю. Я его включаю, когда прихожу домой, и он весь вечер и до утра включен. Сейчас он стоит у меня на предкроватной тумбочке. Да, друзья, это вот такая вот тумбочка. У меня их целых 2 штуки. С одной стороны кровати и с другой стороны кровати. Брал специально именно такую тумбочку, потому что дома робот-пылесос, чем меньше у меня будет на полу стоять вещей, тем это будет лучше. В общем, друзья, не скажу, что я в восторге от него. Написано, что он справляется с квадратурой до 30 квадратов. У меня спальня небольшая. Ой, честно сказать, не знаю, сколько она. 12, наверное, квадратов. Надо посмотреть по этой штуке. По-моему, 12 квадратов. Но я не чувствую прям вот возле него, когда сидишь, я чувствую вот эту влажность. Причем я всегда на ночь включаю его на всю катушку. По шуму он не мешает. Вот рядом лежу, есть немножечко шум. И вот это я не понимаю, что происходит. Сейчас видели, бурлило. Вот это бурление иногда я слышу. Ну, когда я не сплю, конечно же. Вот. В общем, друзья, вот здесь вот прям руку ложишь, прям кайф какой хороший. Прям свежо, прям свежо. Ну, в общем, такая вот штука. Я сейчас выключу. Нет смысла его сейчас включать. Пойду готовить завтрак. Не знаю, что сейчас будет у меня на завтрак. Начну с того, что я, наверное, пока включу чайник. Ой, пакет валяется. Надо сегодня уборкой заняться. Сделать уборку. Вот. Да, смотрите, у меня уже посуда стоит. Чайник это, кстати, тоже эйвонский. Тем, кто не в курсе. Вот. И сегодня мы с вами еще немножечко поговорим про лоджию. Покажу свой летник. Да, вот, в общем, друзья, вот такой прибор у меня. Я уже кое-что готовил. Сейчас подумаю, что если буду яичницу жарить, то пожарю в какой-нибудь новой сковородке. В общем, давайте. Пошел думать, что готовить, кушать. Я решил, наверное, я пожарю яйца. Тем более у меня домашнее яйцо. Видите, вот оно. Это я купил домашние яйца. Вот, пожарю. Они маленькие, да, я пожарю 2 штучки, мне хватит. Пока буду жарить яички, буду просыпаться. Попью вот такой кофе. Это мне напарница. Напарница по работе. Она мне любит дарить кофе. Вот она мне подарила вот такой кофе. Не знаю, по-моему, 2-й раз дарит, что ли, или это 1-й раз, не помню. Кофе я люблю с молоком. Да, и не спрашивайте, у тебя, Леша, у тебя же кофеварка есть. Да, есть кофеварка, и что теперь? Не хочу я что-то эту кофеварку сейчас ставить. Вот. Хочу растворимый. Ой, ну, друзья, ну, я буду убираться. У меня немножечко это сегодня. Вот. А вот такой я пил у брата в Алма-Ате кофе. Он мне, в принципе, знаете, очень понравился. Я решил его... Увидел, что у нас есть в магазине. Думаю, возьму его тоже. Вот. Но сегодня буду пить вот этот. Он, знаете, он, мне кажется,
как будто бы, что ли, помягче. Вот. Как я люблю жарить яйца. Смотрите. Что-то мне не нравится этот цвет. Вот сколько раз, вот сколько раз я себе говорил, Лёш, разбивай яйца по одному. Потому что, вот видите, вот это яичко, оно нормальное. Какой-то инь-янь получился. А вот это, которое было с дырочкой, видите, оно темненькое. Ну, хотя это же домашнее. Вы знаете, по запаха нету. Запаха нету. Но оно почему-то как-то, знаете, если приглядеться, нет, однозначно. Я выкину. Ой, один перерасход. Ну, я выкину, друзья. Не знаю, напишите в комментарии, что думаете вы. Но мне очень не нравится вот это вот. Видите, вот оно какое. Желток развалился. Страшно. Это же опасно. Не буду даже рисковать. Ну, теперь буду по одному разбивать. Не знаю, используете вы ли такой лайфхак или нет. Вот я одно разбил яичко. Вот его, пожалуйста, приготовили. Разбиваем второе. Ну, видите, надо было штатив поставить. Так делать тоже нельзя, потому что шкарлупа. Вообще я яйца мою. Вообще я яйца мою, потому что, сами тоже понимаете. Вот так вот, друзья. Вот так вот надо делать яички, чтобы избежать недоразумения. Вот. В общем, я люблю в последнее время люблю жарить яйца, ну, как это правильно назвать, омлетом, что ли. То есть я вот таким образом их приготовлю. Это что такое? Это что такое? Ну, я же себе готовлю, да? Поэтому я могу пальцами поковыряться в своих яйцах. Это я вырежу при монтаже. Не, ну я же ковыряюсь в яйцах, правильно. Они же мои. Поэтому, друзья, это такой вот домашний влог. Полезли за стаканчиком. Кофе. Смотрите, какая у меня штука классная. Это я с Алматы заказал. Раньше у меня здесь был бардак. Теперь у меня здесь порядок. Вот, пока у нас будут... Мы же договорились, что пока у меня будут жариться яички, я хочу налить кофе растворимый. Ой, спать хочу. Дочь меня разбудила. Мама... Так, посолить надо. Ой, слушайте, я бы еще сюда, конечно, бы добавил зелени. Не хочу. Сейчас. Зелень, можно колбаски сюда накрошить. Можно помидорочку нарезать. Кстати, у меня есть помидорки. Вчера вечером делал салат. Я сейчас из салата прям достану их и сюда добавлю. Вот, я вчера делал салатик. Вот, и у меня, как видите, остались помидорки. Я сейчас... Мне немножечко надо. А луком пахнет, мамочки. Они со сметаной. Ну, я думаю, что это не проблема. Промазал. Ну, они с луком. Я лук постараюсь не это. Ну, я думаю, что... Я люблю яйца с помидорами. Вот, я думаю, что вот этого будет достаточно. Это знаете, как в кухне называется? Круговорот еды в природе. Все, что это, все идет в ход. Вот, немножечко их накрошу. Ну вот я немножечко их разрезал. Вот таким вот образом можно было, если вам нравится, можете еще мельче. Друзья, ну что я творю, а? Не ругайтесь. Ну вот я что-то... Я же еще учусь снимать домашние влоги. Мне надо, наверное, штатив ставить. И все это на штатив снимать. Вот, в общем, я приготовил. А теперь у меня здесь есть вот такой вот свет. Видите? Хотя на улице утро.
ранее. Сколько время? 10 час, друзья. 10 час. На кухне все равно темненько. Я, видите, шторку закрыл на лоджии. Потому что гладиолус. Так, в общем, смотрите. Моя новая сковородка. Моя новая сковородка. Вот такая вот ложечка. Ой, ложечка, блядь, ручка. Вот так вот она защелкивается. Я научился, я когда обзор делал, вот эту кнопку нажимаешь, она, опс, видите, что делает? Ну, чайник, ну, учусь я, друзья. Не обращайте внимания, надо уборку делать у меня. Плита немножечко грязная. Ну, я еще раз говорю, я же вам не какой-нибудь шеф Ивлев, что я вам кулинарные какие-то изыски показываю. Я вам показываю свою жизнь, как оно есть. Вот эту клеенку надо поменять. У меня здесь долго работала плита. И от жары клеенка, видите, что, сдулась. Теперь сюда грязь лезет, надо. Какая грязь у меня чисто. В общем, вот такая вот у меня сейчас будет яичница. Друзья, пошел я умываться. Быстро накаляется. Ой, масло налил, блин, много. Ну и ладно. Ну и ладно, будет вкуснее. Пока будет жариться яичница, я схожу, умоюсь. Вот, кстати, давайте покажу. Я решил, что я буду хранить посуду в духовке. Я и редко пользуюсь. Шкафы, как видите, у меня там все битком забито. Вот она, сковородка. Ну да, но это духовка, друзья, поэтому прошу прощения, она не идеальная, не как в кино. Все фаберликовское, друзья. Все фаберликовское. И мне очень нравится, что вот эти кастрюлечки, видите, все сковородочки, они очень мало места занимают. Ручек нету. Нету ножек, нету... Там масло зашумело. Давайте уже будем начинать жарить. Умываться. И все будет вкусненько у нас. И продолжим с вами разговаривать уже в летнике, друзья. Да, я буду сегодня... Вилкой лазить сюда нельзя, но я вилкой дно не трогаю. Я просто вот так вот распределю. Вот. Ну все, ждем приготовления моего омлета. И пойдем завтракать в летнике, друзья. У меня тут летник есть. Мой омлет готов. Получится у меня сейчас, не получится. Ну, почти получилось. Теперь мы с вами идем в мой летник. Вот видите, какие два яичка получились большие. Вот это я называю свой летник. Вернее, это у меня друзья его так называют. Слушайте, я сейчас штатив возьму. Вот, в общем, вот такой вот у меня стол. Когда лоджию ремонтировали, мне предложили сделать вот такой вот стол. Он убирается. Сейчас я его убирать уже не буду, потому что я уже поставил свой завтрак. А под столом у меня бардак какой-то. Ну, что я сделаю? Ну, уберусь я сейчас, простите, пожалуйста. Здесь вот у меня висит бельевая, так скажем, штука вот такая вот. Я ее убираю, когда убирается белье. Вот. Ну, шторы я сейчас закрыл, потому что сидеть невозможно. Солнце прям светит в глаза. Это солнечная сторона. Вот. Но чуть-чуть приоткрыл, чтобы, как говорится, завтракать, да, и наблюдать. Вот видите? Фон, короче, не очень, да? Я не могу вообще, щурюсь, потому что плохо видно. Ну вот это у меня на заднем фоне. А что я хотел сказать? Это тазик бельевой. Это тазик бельевой. Это коробка от кофемашины. Вы знаете, я что хочу сделать? Я ее хочу продать. Я ее хочу продать и купить себе другую. Чуть-чуть покруче. Вот, в общем, следите за новостями. Я обязательно поделюсь с вами этой идеей. А здесь у меня пенопластовый ящик
классный ящик. Я как-то покупал овощи, фрукты. Я в овощном отделе увидел этот ящик. Я его забрал. Он, правда, на лоджии места занимает много, но он может пригодиться. Он может пригодиться в качестве, когда там, допустим, за город поехать с друзьями. Можно взять, охладить, в нем взять охлажденные напитки, положить туда, и они будут герметично сохранять холод. В общем, поэтому я его подобрал. Я как этот, тот клюшник. Все тащу, потом начинаю заниматься выбросом. Боже мой, какая-то вкуснятина. Вкусно, обожаю. Но каждое утро жарить яичницу очень невкусно. Я не люблю часто одно и то же. Я умылся, но голову не мыл, поэтому уж простите за мой... У меня же домашний влог, за мой домашний вид. Ну что, буду завтракать. Буду завтракать и готовиться. У меня сегодня выходной день. Надо товары отвезти на Каспий, на Marketplace, сдать товары, прогуляться. Не знаю, к родителям получится сегодня забежать или нет. Если получится, то забегу. Если нет, то нет. И сегодня день уборки. Поэтому немножечко еще поделюсь с вами уборкой. Я давно хотел вам показать, для тех, у кого еще нету робота-пылесоса, стоит ли его брать или не стоит. Вот хочу с вами поделиться, и поэтому постараюсь в этом влоге это вам озвучить. Ну все, мои хорошие. Приятного всем аппетита, кто поддерживает меня и кушает. Буду кушать и продолжать снимать для вас влог. Кстати, знаете, я хотел вас что спросить. Открыл окно и, знаете, сижу как в кондиционере. Сюда задувает, туда выдувает. В общем, друзья, у меня знаете, какая проблема? Я еще пока не мыл окна. Я не знаю, видите вы или нет, потому что, наверное, на камеру это очень плохо показать. Но у меня с той стороны как будто какой-то, не знаю, то ли какие-то разводы страшные, как будто масло какое-то, и не понимаю, что это. Я собираюсь на днях или нанимать службу, спецслужбу, или я буду сам мыть. У меня где-то была штука мыть окна. Если я ее не найду, я куплю. Благо сейчас магазинов много всяких, найти не проблема. Вот если вы посмотрите, вот от этого уровня идет затуманенность какая-то, да? Она вот с той стороны. А здесь уже классно. И вот, понимаете, вот, когда вот сидишь, очень это некрасиво все смотрится. Поделитесь, пожалуйста, что это может быть за туманность и как с ней бороться. То есть какие средства использовать. Я хочу что-нибудь с Фаберлика взять, какую-то мыломойку, и попробовать это все дело отмыть. Вот прям вот не знаю. Вот вид, вот мне кажется, вы должны сейчас видеть, когда вот сдалека показываю, видите, вот смотрится, здесь затуманность, а там чистенько. И здесь тоже вот такая же история. Мне вот очень интересно. Лоджии тоже надо уже делать ремонт, надо белить, надо тут подкрашивать немножечко. Ой, как хорошо. Покушал, и ничего делать теперь неохота. В общем, пишите комментарии, у кого такая проблема есть, была, и кто как с ней боролся. Так, с чего мы начинаем, когда собираемся пылесосить? Надо сначала поднять все, что ему будет мешать. Это начиная от ковриков до всяких других предметов. Поэтому коврики я поднял, потом я их наложу. Стол я собирать не буду.
У него уже нарисован круг. Он под столом сколько пройдет, столько пройдет. Тумбочку, тумбочку, табуретку я поднимаю. Вот, я также не поднимаю цветы. Цветы тоже он обходит. Ну, просто тоже, знаете, если все не поднимешь. Вот когда я покупал диван, вот этот вот последний диван, я выбирал, чтобы он был на ножках. И это очень, друзья, круто. В общем, мы убрали стол, табуретку, шторки я не поднимаю, потому что он тут практически, они ему не мешают. Ну, давайте немножечко все-таки поднимем. Поднимем шторки. Вот. Также я не поднимаю цветы, потому что он, ну, сами понимаете, все поднять просто невозможно. Ну, в общем, вот у меня... ну, ножки, да, видите, что я покупал диван на ножках. Это очень круто, это очень удобно, поэтому рекомендую. Если у вас будет пылесос, ищите диван на ножках. Вот они, листики. Возможно, он их не соберет, но ради эксперимента я их трогать не буду. Давайте посмотрим. Алиса, уборка. У меня включается он. Включается от Алисы. В общем, пока он будет чистить зал, у нас с вами будет время подготовить следующую комнату. Вы знаете, на подготовку уходит очень мало времени. Он пылесосит где-то, не знаю, ну, наверное, минут 50. Да, доча? Что ты мне здесь приготовилась? В спальне все проще. В спальне надо поднять только шторки. Это вот у нас для одежды. Также у нас здесь есть ковришка. Его на лоджию. Ну и мой стул. Обычно я его не поднимаю. Он сейчас зал пропылесосит. Я убираю его в зал. Но когда нет, то можно, в принципе, его вот так вот убрать. Вот. Ну и у меня здесь под письменным столом стоит ведерко с мусором. Вот, в принципе, все, мы убрали. Спальня готова, теперь надо двигаться дальше. Дальше у нас с вами коридор. Коридор и кухня. В коридоре практически нечего убирать. Вот, поэтому двигаемся на кухню. На кухне немножечко посложнее. На кухне есть 4 стула, Дашкина миска с едой. Вот, поэтому стол у меня на столе бардак вечный, поэтому стулья мы выносим на лоджию. Дашкину еду мы тоже ставим на лоджию. Вот сюда сразу возле недалеко входа. Вы знаете, на самом деле это буквально занимает пару минут. Просто надо стараться, чтобы в жизни у вас один стул сюда. Дальше коврик. Надо проверить коврик. Вот и все, друзья. Вот, в принципе, и все. У меня к роботу-пылесосу вопросов нету. Пусть чистит. А я пошел дальше в душ. Все, я вышел из душа. Видите, что тут происходит? Уборка прет.
Уборка прет, друзья. Но это ладно. Вы посмотрите на эту красавицу. Тебе так удобно, я спрашиваю, лежать? Голову подперла, деловая. Я этот плед ей стелю. Мне так и никто и не написал в комментарии, что это за плед. Плед это, друзья, эйвонский. Вообще это было презентовано как полотенце. Вот эти вот штуки, бахромушечки, видите, они должны были вот так вот быть. Они после стирки все все в стиральной машине остались. Представляете? Благо, что это копейки стоило. Я не помню сколько, 500 тенге он что ли стоил. Ну, как полотенце, это фуфлыжная вещь. Проще, наверное, все-таки использовать как плед. Вот, я ее использую, чтобы она у меня шерстяная. Много с нее шерсти лезет. И чтобы она на кровати любит спать. Я ее стелю, а она любит такой вот, знаете, как флисовая. Она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не грохнулся этот. В общем, чтобы меньше шерсть от нее было на кровати, я ей стелю вот этот вот пледик, и она на нем спит. Кстати, она у меня очень сильно поправилась. Не знаю я. Я вроде бы вот этот новый корм стал... Кстати, я же новый корм купил ей. Сейчас я вам покажу. Мы здесь снимаем, а ты приперся, шуму создаешь. Нервы мне делаешь. Ой, как хорошо. Сейчас он пропылесосит. Я вам еще покажу, сколько в итоге мусора он собрал. В общем, вот я и купил вот такой вот фитмин. В прошлый раз был говядина, а в этот раз лосось. Вот. Вот такая вот пачка, кило 800, мне обошлась почти в 10 тысяч тенге. Ну, это да, это очень дороговастенько. Вот, у нее заканчивался корм, который, вот этот вот светленький Пурина. Он заканчивался, но не выкидывать же еду. И тем более сразу их же нельзя переводить на новый корм. То есть надо постепенно. И вот, знаете, горсточка, наверное, оставалась. Я вот таким образом смешал ей этот корм. Кстати, она его ест очень хорошо. Прям очень хорошо ест. Кормлю я ее, друзья, чтобы вы понимали, я вам сейчас покажу. 2 раза в день. Утром даю ей вот такую вот горсточку. Вот такую горсточку. И вечером. И изредка, буквально изредка я ей даю влажный корм. Из влажных кормов, не знаю почему, но она у меня очень хорошо ест Дарлинг. Он дешевенький, он жиденький, она прям его уплетает. Практически не оставляет его. А вот почему-то вот этот Мираторг, она очень плохо стала есть. Вот стало плохо. Поначалу она его прям вроде бы уплетала, а сейчас она его очень плохо ест. Сейчас вот она прибежит, услышит, что едой шумлю. А, там же пылесос в комнате. Она из-за пылесоса может не услышать. Хотя, говорят, слух там у них капец, да? В общем, ой, как... И пахнет-то, в принципе, знаете, как интересно. Ну, пахнет все равно вот этой вот... Когда заходишь в отдел, да, в ихний, в кошачий магазин, вот так вот и пахнет. Вкусненько, с одной стороны. Вот, ну, в общем, вот поэтому я понимаю, что он дешевенький, что он, возможно, не очень. Ну, блин, друзья, мы сами жрем, что попало. Но мне ее сейчас переводить на натуральный корм очень сложно. У меня нервы не выдержат. Потому что я уже пытался ее перевести. Потому что, друзья, извините, 9, почти 10 тысяч стоит этот фитмин. Можно купить, блин, мясо на эти деньги. И кормить ее мясом. Ну, блин, как-то так. Пишите, что вы об этом думаете. Только не ругайтесь. Я понимаю, что в одном из влогов многие ругались, что кормлю этой всякой отравой. Ну, блин, этой отравой кормят не только я. Заводчики кормят. Поэтому, между прочим, мне вот этот корм посоветовала девушка, которая конкретно занимается этим. У нее и магазин, у нее и приют кошачий, собачий.
В общем, она вплотную занимается, она мне по ветклинике иногда что-то подсказывает. Вот она мне подсказала вот этот корм Фитмин, что он сейчас один из самых лучших кормов. Так это, друзья, или нет, я не знаю. Но у нее, у нее стул нормализовался. Она у меня чуть ли не 2 раза в день стала какать. Извините за такие подробности. А, По маленькому она давно уже стала ходить 2 раза. Если еще раньше она только 1 раз по маленькому ходила, сейчас однозначно 2 раза в день. А вот по большому она редко-редко, но раньше она вообще ходила только 1 раз в сутки. То сейчас она это делает 2 раза в сутки. То есть, 2 раза в день. Вот, в общем, друзья. А что? Надо еще что-нибудь? Чайку попить и дальше убираться. Наконец-то. Кстати, я так и время не засек. В следующий раз обязательно засеку. В общем, он закончил свою работу. Сейчас будет самое страшное. Сейчас мы посмотрим, сколько мусора он собрал. Слушайте, я не помню, прошло 2 дня с последней уборки или 3 дня. Вот я честно не помню. Надо посмотреть. Но я стараюсь каждые 2-3 дня пылесосить и мыть полы. Вот. Начало зарядки. Вы уж, конечно, извините меня, мне сейчас, наверное, будет стыдно. Ну, ё-моё, я все, что какие-то косяки дома, я все валю на Дашку. Но на самом деле, конечно же, тут очень много ее шерсти. Посмотрите, очень много ее шерсти. Поэтому вот минус, когда вы держите шерстяных животных. Вот. Я сразу стараюсь почистить пылесос. Сейчас вытряхну, помою этот контейнер. Вот. И когда он просохнет, я его обратно положу сюда, в отсек. Вот. И еще надо, кстати, почистить вот эту вот щеточку. Так что, друзья, для меня это прорыв. Прорыв в жизни. Когда я купил этот пылесос, я просто понял, что это неотъемлемая часть жизни в наше время. Сейчас я все, что поднимал, все верну на место. Кстати, помните, мы с вами говорили про листики? Я забыл вам посмотреть. Да, видите, листиков нету. А где листики? А листиков нет. Вот, кстати, они одни из самых первых, наверное, лежат. Сейчас я все переверну и опять буду включать. Вот, листики он засосал. Вот, конечно, он не делает идеальную уборку, как хотелось бы. Сами понимаете, что он максимально все углы не пройдет, плинтуса не протрет. У него еще, кстати, есть влажная уборка. Но прежде чем влажную уборку включать, нужно сначала собрать вот это вот. Вот теперь можно включать влажную уборку. Но я предпочитаю последнее время все-таки сам. У меня ведро. Набираем ведро и моем. Вон оно, кстати, стоит возле сланцев. Вот такое вот большое ведро. Вот, и все. И предпочитаю мыть сам. Сейчас еще надо будет пропылесосить на лоджии. Сейчас все уберу. Вот, и все. И время уже скоро идти на маркетплейс, отвозить заказы. Мои хорошие, как вам выпуск? По-моему, получился просто огонь. Если вам понравился, ставьте лайк. Обязательно напишите комментарий. И мы, кстати, с вами уже по традиции переходим к вашим комментариям. Но прежде чем мы их начнем читать, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пишите комментарии. Смотрите, еще 3 недели назад мой выпуск «Домашний влог» набрал 32 комментария. Но я хочу напомнить вам, друзья, что 32 комментария делите напополам, потому что это мои ответы. То есть всего лишь 15 комментариев. И вот уже домашний влог, где мы садили картошку, набирает 43 комментария. То есть 20 комментариев мы растем. А последний влог 40 комментариев, друзья. Спасибо вам большое, что не проходите мимо, что проявляете интерес к моим влогам. Вот. И я вам за это благодарен. Поэтому давайте быстренько пробежимся по вашим комментариям.
почитаем. Максимально постараюсь быстренько ответить. Мои дорогие подписчики постоянные пишут. Оксана. Привет, Алексей. С чокнутыми всегда интересно, позитивно так держать. Оксана, так держу. Обещаю, что буду держать только так. Ольга пишет. Олечка. Добрый вечер. Замечательный влог. Набор посуды. Классный цвет. Такой прикольный. Друзья, да, кстати, кто не смотрел вот этот влог предыдущий, чьи мы комментарии сейчас читаем, обязательно посмотрите. Я там распаковывал просто бомбическую посуду, которую я получил в подарок от компании Faberlic. А цвет, друзья, цвет бордовый. У посуды бордовый цвет. Я теперь ищу, где мне взять 2 кастрюли бордового цвета. Дальше пишет Наташа Гуржиева. Ура, буду смотреть. То есть Наташа увидела, что вышел влог, быстренько побежала, налила все свои любимые горячие и горячительные напитки и села смотреть. Антонина пишет. Как же с вами интересно всегда. Спасибо за ролики. Спасибо большое, Антонина, за такие добрые, теплые слова. Да, друзья, да, спасибо большое всем. Ирина пишет, посуда супер, мой любимый цвет. Не думала, что посуда может быть такого цвета. Ирина, вы знаете, я тоже не думал, а вот оказывается может. И, кстати, прикольный, да, очень даже классный цвет. Март пишет, больше летних влогов. Больше летних влогов, друзья. Конечно, я постараюсь максимально делать вам больше домашних, летних влогов. Так как домашние влоги устарели, дачные влоги умерли, больше их нет, заменяем домашними влогами. Надеюсь, что у меня это, друзья, все получается. Пишите в комментарии, потому что для меня это очень волнительно. Домашние влоги я не так часто снимаю, как обзор посылок или каталогов. У меня это получается классно. А вот домашние влоги, как у меня получается, кстати, смотрите, кто на заднем плане. Дашунька лежит. Двигаемся дальше. Дальше у нас Лукас Фловер. Это я помню, мой постоянный подписчик. Хорошая идея для влога. Снимайте, будем все тут смотреть. Поясню быстренько подписчик, что мы имели в виду. В прошлом влоге я заикнулся про то, что у меня есть такая бомбическая идея, которую поддержала подписчик. То, что я предложил, говорю, ну вот вы накидываете какие-то идеи. Понятно, домашние есть домашние, что-то вам может тоже будет интересно посмотреть. Я предлагаю такую тему, пройтись по городу, я коренной житель, пройтись по городу и показать, в каком дворе я родился, куда мы дальше переехали, куда потом переехали, куда сюда. Короче, показать весь мой путь, где я вырос, где родился и где жил. Такая вот была идея. Мне кажется, идея классная, но мне надо к ней подготовиться не так быстро, друзья. Очень сложно, наверное, будет эту идею воплотить в жизнь, но я постараюсь. Лариса пишет. Доброй ночи. Ну, Лариса смотрит ночью. Очень классный набор посуды. Жалко, что в нашем Avon нет таких подарков. Ждем новых съемок. Да, Лариса, очень жаль. Я вас полностью поддерживаю. В Avon бы тоже бы сделали какие-то такие классные, прикольные подарочки, да. Опять, прошу прощения, снова пишет Лукас. Мой цветочек, можно буду так называть? Забыл, как зовут. Простите, пожалуйста. Ну ты красавчик с обновками. Спасибо большое. Ну да. Подождите, вот так вот. Ну да, есть такое. Мы красавчики. Так, дальше. Тома пишет, набор посуды классный и красивущий. Не зря старались. Да, друзья. Когда объявили этот набор, я просто не знаю, я горел желанием победить, и я победил. Ну, кстати, если говорить о работе, друзья, не все так радужно на работе, очень все печально. Ну, об этом отдельно поговорим, но на работе все очень печально. Напишите в комментарии, кто внимательно смотрел мой влог, услышали вы про то, что на работе все печально. Так, еще Тома написала комментарий, а чем больше комментариев, тем лучше, друзья. Вы помогаете расти моему каналу.
А для меня ваш комментарий это как муза. Муза для художника. Вот. Есть муза, художник пишет картину. Итак, тоже полюбила сезонные распродажи, лето быстро пролетит, а уже на осень будут обновочки. Да, друзья, да, и я вам рекомендую, старайтесь 70% одежды покупать на распродажах, а остальные 30% брать какие-то новиночки, пусть они даже будут по полной цене, но иногда себя тоже надо любимого баловать и такими вещами. Вика Ткач. Добрый вечер, Алексей. Люблю такие посиделки за чашечкой чая. Я не кофеманка, но идеальное утро в чашечке вкусного кофе, в голове приятные мысли. Да. И сегодня у нас было кофе, яичница. Мне нравится так влоги начинать с завтрака. Ой, еще один вопрос, еще один комментарий от моего цветочка. Трико у тебя классное, у меня 2 сына, пока смотрела, так некоторые расцветки понравились, даже своим бы подобные взяла. Спасибо большое. Мне тоже они понравились от трикошки. Давайте немножко видели, да? Вот. Катерина, ну, наверное, Екатерина. Друзья, простите, пожалуйста, если я ваши имена чуть-чуть призабываю, потому что подписчиков много, всех не упомнить. Вам нужно написать какие-то такие бомбические комментарии, чтобы они выделялись. Я тогда точно запомню ваши имена. Алексей, отличный влог, да еще и такой длинный. Здорово, что показываете нам так много. И гардероб, и покупки, подарки, набор посуды. Набор посуды просто шикарный. Поздравляю. Да, друзья, влог получился большой. 50 минут. Этот влог тоже не исключение. Оказывается, мне стало места мало. Но, кстати, напишите, как вам такой формат. Нравится ли вам обозревать комментарии? Потому что на это уходит 15-20 минут. Но для меня очень приятно читать ваши комментарии и делиться с вами. Формат. Стоит ли тратить время на... А я думаю, что стоит. Еще один комментарий от Томы. Приятно смотреть, что мужчина любит одеваться и наряжаться. Мужа не заставить, у него все всегда есть. Хо-хо-хо-хо! Знакома эта история. Дело в том, что у меня отец тоже, например, не любит одеваться. У него все тоже есть. Мама просто берет по старым джинсам там, или трико, идет на рынок и берет точно такие же футболки, белье. И, в общем, он сроду никогда ничего не ходит покупать. А я-то люблю, друзья. Я уже современный мужчина, поэтому, а мы современные любим одеваться. Екатерина пишет: привет, Алексей. Поздравляю вас с подарками. Классно смотреть, как вы радуетесь. Но кстати, друзья, я дочитаю комментарий. Надеюсь, прослужит долго. С интересом заглянула в ваш шкаф. Так, я не разрешал в мой шкаф заглядывать. Обязательно рассказывайте про свои покупки, что я и делаю. Очень люблю запах кофе, иногда я люблю его попить, но поскольку я не кофеман и даже не кофевуман, друзья, такое впервые слышу, кофевуман. Пью кофе всегда с молоком и сахаром. К сожалению, часто пить кофе не могу, так как после его употребления появляется учащенное сердцебиение. Ну, тахикардия по-другому. Очень неприятное состояние, скажу вам. В общем, жду с нетерпением следующий влог. Вот он пришел. Слушайте, но что я хотел сказать? Подождите, не дочитал. Даше огромный привет от моих пушистиков. Даша, тебе от пушистиков привет. Извините, королева спит. Что я вам хотел сказать? То, что я хотел ответить по поводу то, что людям нравится, а именно Екатерине нравится смотреть, как я радуюсь. Друзья, но у меня искренний абсолютно канал. Я любые свои, то есть это влоги, то есть это распаковки, каталоги, я к этому не готовлюсь, не настраиваюсь как-то настроением. Снимаю так, как есть. Если что-то не понравилось, я могу это и кучу навалить. Вот. Если что-то нравится, то мне нравится. Мне правда очень искренне понравился набор посуды от Faberlic. Ну правда, я потом за кадром даже чуть всплакнул. Как долго я его ждал. Да, друзья, никто не отменял сентиментальность. Наргиза
Пишет. Алексей, поздравляю с набором Алма-Аты, еще не получил. Что это такое? Как вы не получили? Вы же там рядом. Надо пойти на склад и отобрать свои наборы. Кстати, ну уже неделя прошла. Напишите, Наргиз, получили вы свои наборы или нет. Я начинаю уже прям переживать. Юля Дольче пишет. О, Юлечка, привет. Леша, вы уже как родной человек стали. Смотрю все ваши видео. Может, теперь, если нет дачи, вы будете ездить отдыхать на курорты, а там тоже будут интересные влоги. Юля, ваши бы слова, да, в небесную канцелярию, чтобы мне путевку выписывали. Слушайте, на самом деле до пандемии я ездил. Я уже в каких-то видео быстренько накидывал это, говорил. Повторюсь, кто не знает, я был в Таиланде. Я был на Украине, я был в Грузии, я был в Армении, в Казахстане я был, ну и, конечно же, в России я был. В общем, потом началась пандемия, немножечко все это позбивалось, и вот в этом потом тоже, знаете, бизнес открывался, бизнес закрывался. И вот сейчас я планирую в конце этого года, я очень хочу на Новый год уехать в теплые страны. Я еще не был во Вьетнаме, я очень хочу в Китай. В общем, друзья, если домашние влоги будут набирать просмотры, будут очень популярны, я стану еще и тревел-блогером. Боже мой, да мне любая тема подвластна. Это же ешка, вы че, я все могу. В общем, Юля, спасибо большое. Да, конечно же, я постараюсь. Если я вдруг поеду отдыхать, я обязательно. Просто когда я раньше ездил, у меня еще канала не было. Вот. Я бы обязательно снял бы все. Оксана пишет. Тоже при разборе гардероба удивляюсь, сколько красоты, а я об этом и не знала. Да, девчонки, мальчишки, перебирайте гардероб, находите вещи, которые нужно выкинуть, но вы их не выкидывайте, отдавайте людям. Напишите где-нибудь, я не знаю, есть, наверное, в каждом городе есть какие-то паблики. Отдайте футболочку, отдайте, постирайте, отдайте кому-то. Ну, кто там, кому-то это нужнее будет. Но ни в коем случае не выкидывайте. Я раньше выкидывал, сейчас есть магазин «Все за спасибо». Я туда отнес свои вещи, которые мне не нужны. Делайте так. Да будет счастье и прибудет счастье в ваш дом. Так, что мы? Дальше. Тома еще написала комментарий. Спасибо, что разъяснили вопросы о даче. Кто не смотрел, посмотрите предыдущий влог. Я там подробно рассказал, что у нас с дачей произошло. Мой цветотик. Я не очень люблю прямые эфиры, поэтому ничего не написала. А по влогам вашим вообще больше всего. Друзья, ну прямой эфир пока не состоится. Никто ничего не написал. У художника нету музы, поэтому рисовать пока не буду. Жду ваших предложений. Хотя, знаете, если посмотреть мои прямые эфиры, которые были раньше, огонь просто, разрывались. Огонь. Алия, прошу прощения, плохо вижу. Алия Кусаинова. Алия пишет. Я тоже получила такой набор от Faberlic, она имеет в виду набор посуды, но там сказали, что он стоит 190 тысяч. Я продала набор половников, лопаточек и одну сковородку. Остальные стоят, нравятся, красивые. Ну, я ничего продавать не стал, я все оставил себе, потому что посуду покупать. Ну, я Алии уже ответил, друзья, ну, красная цена, ну, максимально 70 тысяч этому набору. Но извините. Ну не 190. Это просто огонь. Марина, привет, Алексей. Привет, Марина. Коротко и ясно, а все равно приятно. Люда. Люда или Людмила? Какая разница? Руслан и Людмила. Люда, простите, пожалуйста, просто еще и сижу далеко, плохо видно. Расскажите, пожалуйста, кто же дачу вашу купил? Очень интересно. Расскажу, но не сейчас. Обязательно расскажу. На это время надо. Наверное, отдельно влог делать. Ольга, наверное, написала. Здравствуйте. Дайте сайт Avon. Была зарегистрирована. Ну это мы с ней разобрались. Нам это не надо дальше.
Еще мой цветочек. Этих наборов в России на всех не хватило. Люди до сих пор ждут наличия, чтобы получить, поэтому еще не все их получили. Капец какой-то, да что это такое? Как же повезло мне. Потому что я работаю много, стараюсь. Поэтому от греха подальше сказали, ну нафиг этому блогеру надо в первую очередь отправить. Иначе потом будет вонять, вонять, вонять. И ругать, и ругать, и ругать. И правильно вы подумали. Ну, напишите, пожалуйста, все ли получили долгожданные свои наборы? Мне вот, я уже, правда, переживать начинаю. Вот, конечно же, подписчик обижаешь. Ну, простите, пожалуйста, подписчиков много, аж 40 тысяч. Я же не буду проверять. Рынок, как в России, садовод, я поняла. Так. Жаль, дачные влоги были классные. Ой, да, жаль, конечно. Я тоже, честно сказать, уже скучаю по дачным влогам. Я напросился уже в гости к друзьям. Как только у меня получится выехать хоть на чью-то дачу, я обязательно с вами поделюсь этим, сделаю влог. Вот. Я набиваю руку, друзья. У меня раньше влогов таких не было. Очень, очень их сложно писать. Но, как я говорил, художник, была бы муза, напишет что угодно. Ну и последний комментарий. Надеюсь, что он не последний, но на сегодняшний день, на момент съемок, но Лукас Фловер, мой цветочек, шашлыком душонку потравили. Вы знаете, мы друг друга поняли, но не сразу. Я думал про Дашеньку пишут, а это про Душеньку. Да, друзья, последний раз, когда ездили закрывать дачу, естественно, пожарили, естественно, вкусный шашлык, поели его, и было все круто. Сейчас я сделаю обновление, проверю. Ну мало ли что, может быть, еще кто-то комментарий написал. Всякое же бывает, пока я здесь сижу, вещаю. Нет, друзья, комментариев больше нет, а это печально. Я надеюсь, что это видео наберет уже за 100 комментариев. Пишите, пишите, мне очень важно от вас получать обратную связь. И делитесь своим впечатлением, понравился ли вам влог, есть ли у вас, электронный хотел сказать, есть ли у вас робот-пылесос, есть ли у вас увлажнитель. Кстати, напишите, чем вы кормите своих пушистиков. Мне тоже будет очень интересно посмотреть, если у нас эта продукция. Я, может быть, своей пушистику тоже приобрету, друзья. Спасибо, что досмотрели этот огромный выпуск до конца. И до встречи в следующем. Я буду всю неделю скучать, а вы? Всем пока-пока. Пока. Даша. Помаши. Как-то так.